Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Инга, здравствуйте, уважаемая Яна и всем подписчикам Ведьминой избы. Я хотела бы рассказать историю о совместной чистке, изгнании духа из дома. И я расскажу сначала. Дело в том, что моего отца беспокоит дух, который приходит к нему довольно давно и в последнее время очень часто стал приходить. Дело в том, что он приходит и душит его так, что мы по ночам слышали крики о помощи. И его тело, этот дух, парализовывал так, что у него только ноги могли двигаться. И вот представляете, да, в каком состоянии мы жили. Ты спишь ночью, и ты просыпаешься от стуков в стену и криков о помощи. Помогите, спасите кто-нибудь. Вот так вот мы спали. Вот. И в последнее время стало это часто происходить. Последний наш разговор с отцом, он мне сказал еще, что к нему стали уже и покойные приходить, вести его по темным местам, куда-то уводить. Я поняла, что все, время терять уже не надо, и срочно надо что-то делать. И на канале Ведьминой избы были голосовые зрителей. Я, конечно же, записала и отправила. И там рассказала о проблеме моего отца. Нас семью беспокоило, мы хотели знать, что это и кто это, и почему только к нему приходят. И наша уважаемая Инга очень точно и четко нам все рассказала. И мой отец подтвердил это. Он сказал, да, это почти с юношеских снов, с детства почти у него, очень давно. Но сейчас уже часто приходить стало. Он подтвердил. И уважаемая Инга предложила нам свою помощь. Мы, конечно, обрадовались, потому что это совместные чистки, это намного сильнее. И под точным и четким руководством это, конечно, просто не всем так везет. Я так посчитала, что нужно что-то уже начинать, и если будет помогать нам сама уважаемая Инга нам будет помогать, то просто, это как везение. И мы начали 3 ночи кряду мы начали делать чистку дома. И мне уважаемая Инга сказала, чтобы я сделала 3 ритуала. Это изгнать мертвых, изгнать дух Захмат и голосом ведьмы, изгнать зло, голосом ведьмы, да. И в первую же ночь чистки дом просто стал ходить ходуном. Ты не понимаешь, то ли дом кружится, то ли у тебя голова кружится. Это просто в первую же ночь. И я сравниваю это еще как с суетой, как будто вот какая-то суета вокруг тебя происходит. И когда я еще брала в руки веник, я просто ощущала всей кожей. Вот это все просто не видела, но ты ощущаешь и чувствуешь. Заходя в каждую комнату, мне сначала в первую ночь было неприятно и очень так страшно было заходить. Очень как-то сопротивлялось все. И когда вот ты заходишь, проводишь чистку, выходишь, и вот что-то падает и от пола ударяется. Какой-то треск, шум, и вот суета какая-то, беготня. И ты прям кожей это ощущаешь. А на крыше просто, я не знаю, кошки начали бегать.
словно за кем-то гонятся или кого-то гоняют. Именно вот это вот движение в 3 ночи было, ощущалось на крыше. И это все проводилось в каждой комнате. И во вторую ночь было то же самое. Тоже какая-то суета, какой-то шум падает на пол, ударяется, это какие-то хлопки. И ты просто вот ходишь в каждой комнате, и что-то там, какое-то ощущение неприятное происходило. Ну, это просто, ты не видишь, но ты это чувствуешь, ощущаешь просто кожей. Вот. И также мне во вторую ночь сон приснился. Снился человек довольно с обезображенным лицом. И я запомнила, что у него на один палец был похож на крюк. И этим крюком он пытался до меня достать. А между нами была железная сетка. И когда он понял, что он не может этого сделать, он очень злобно сказал, что я уйду, но я вернусь. Я очень четко запомнила эти слова. В третью ночь уже немножко полегче было, и что интересно, уже я не так боялась заходить в комнаты. То есть уже уверенно я делала. Как будто уже что-то меньше стало. И я уже как бы полегче делала ритуалы. Была небольшая уже беготня, но тоже ощущалось движение на крыше. Вот. И на 4-й день мы пошли, утку поднесли. А результат таков: после совместной чистки с нашей уважаемой Инги в доме начались изменения. Во-первых, мой отец. Он перестал кричать по ночам. Он спокойно спит. И это все ушло. Второе, у матери, оказывается, бессонница. Она мне сказала с таким удивлением, что она давно так хорошо не спала. То есть мысли, они постоянно не давали ей спать, какие-то разные мысли в голову лезли. И она просто бессонницей уже превратилась все это. В доме стал воздух чище. Как бы не давит на тебя. Именно вот воздух не давит, вот эта тяжесть какая-то ушла. И я это действительно сравниваю с одним ритуалом, который я выполняла. Дух Сахмат. Вот именно после того, как после чистки я поняла, что он действительно как захватил дом. Мы как в каком-то окове жили. Скованность какая-то была в воздухе, в пространстве. И сейчас после чисток ощущается, как будто что-то открылось, что-то освободилось. Нас как будто освободили. И это действительно ощущается. Дом изменился. Он уже не такой тяжелый, не такой как-то не такой сковывающий, как раньше. Ушло напряжение. Ссоры прекратились в семье. Вот это недовольство какое-то, оно ушло. И мы просто не знали, что, оказывается, можно и так. Что, оказывается, ты просто годами живешь в этом, ты настолько привыкаешь и не видишь другого. И ты думаешь, что так должно быть. Вот что интересно. Просто до чистков и после изменения просто огромные. И не только я это ощутила, но и все мы, живущие в доме.
Самое главное, мой отец, он уже спит спокойно и не кричит, и не зовет нас. Мы все вздохнули с облегчением после совместной чистки. Уважаемая Инга, огромное вам спасибо. Спасибо, что вы не отказали нам, то, что вы решили нам помочь. Это просто такое освобождение и изменение в нашей жизни. Мы даже не представляли, что так можно, оказывается, жить. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, уважаемая Инга.